Еще один удивительный экземпляр деревянного зодчества находится в селе Будище Козелецкого района Черниговской области. Это церковь Рождества Богородицы, возведенная в конце 19 столетия, ныне заброшена и забыта, несмотря на то, что находится в исторической местности и расположена в самом центре села. Единственный доступный способ попасть в здание церкви – это преодолеть несколько метров сквозь густо разросшиеся ветви кустарника. Благо, дверь нам удалось отворить без каких-либо излишних усилий. Тут же над входом в центральный зал виднеется надпись «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Это цитата из Евангелия от Матфея. Выше над ней надпись неразборчиво гласит: «Азм есть дверь, мною аще кто внидет, спасется, не нидет и изыдет, и пожить обращет». Это цитата из Евангелия от Иоанна. Вероятно, эти надписи связаны между собой таким смыслом. Сын Божий призывает к себе, то есть обратиться к вере, именно сейчас, так как завтра может не наступить, и душа человека будет загублена. Именно через село Будище проходила дорога, по которой везли тело Тараса Шевченко в город Канев для захоронения. К сожалению, ныне село проживает свои не самые лучшие времена, поскольку находится в стороне от основных дорожных магистралей, да и транзитом через него в соседние села особо не доедешь. Дорога от ближайших населенных пунктов Адамовки и Ведмедевки до Будища разбита и, похоже, не планируется к ремонту у местных органов власти. Здание церкви Рождества Богородицы имеет типовую планировку, рассматриваемую ранее в видео про Михайловскую церковь села Чепелев и Александровскую церковь села Придеснянское. Ссылку на эти видео прикреплю в описании. Согласно сведениям, взятым из интернет-источников, при советской власти были демонтированы купола у церкви. Вероятно, по причине того, что здание святыни могло быть приспособлено под хозяйственные нужды. Чуть позже мы убедимся в этом предположении воочию. На полу церкви был обнаружен кирпич с клеймом, выгравированными буквами ДС, а также с буквами ДЭ. Расшифровав клеймо, можно было бы узнать, откуда был завезен кирпич для постройки фундамента церкви. К сожалению, покуда этот вопрос остается нерешенным.
Если среди зрителей видео есть информация по поводу происхождения клейма на кирпиче, пожалуйста, поделитесь ею в комментариях. Предполагаю, что поставщик кирпича мог находиться в близлежащем Козельце, поскольку к концу 19 столетия в этом городе действовало два кирпичных завода. Под ногами земля толстым слоем усеяна зерном. Именно из-за этого обстоятельства я предположила, что при Советском Союзе помещение церкви могло быть использовано под амбар, к примеру. Второй ярус в виде балкона предназначался для детского хора, поскольку выпрямиться в полный рост здесь взрослому человеку не представляется возможным. По прогнившим ступеням мне удалось заглянуть на чердачное помещение церкви. К сожалению, там, где успела просочиться вода, продолжается безостановочный процесс разрушения. Но местами доски и вовсе выглядят фактически нетронутыми временем. Забвение отразилось в образе святой обители. Однако не стоит оплакивать руины, которые могут быть отстроены руками небезразличных верян, как это произошло в соседнем селе Блудшем, где из развалин храма Александра Невского возвели прекрасную святыню.